Буратино «Золотой ключик». Темпера на грунтованной поверхности допустимо рисовать. Будет темпера держаться? Будет. А то в художественном магазине говорят, что нет. Темпером надо рисовать на бумаге, а не на гладкой поверхности. Ну, гладкая поверхность, что значит? Холст, гладкая поверхность. Типа того акварельной бумаги. А в интернете пишут, что рисуют на грунтованном поверхности. И на грунтованном можно, и на бумаге. Просто водоэмульсионкой тоже прогрунтованный холст. Да, и акриловый тоже. Темпера. Там же ПВА клей. Ну, в краске. Так что он крепко слепляет любую поверхность. Ну, конечно, не нужно на глянцевый, хотя и это он зачистит. Я просто недавно начал рисовать темпером в YouTube, а темпером мало чего о нем говорят. Именно современные темпера ПВА. Ну, а что говорить? Краску купили, да и пишите себе на здоровье. Начните с бумаги, с плотной бумаги проклеенной. Ну, типа ватмана, акварельная, любая, ну, такая плотная. Картон подойдет. Можно ее грунтовать в картон. Это можно не грунтовать, там все равно клей. Все равно это будет работать. Попробуйте просто. Ну, слегка просто проклейте этот. Тот же жидкий ПВА разведите. Жидкий. И просто проклейте любой картон. В художественном магазине купите картон. Не тот, из которых коробки делают, рифленый вот это. А в художественном магазине продается 1,5 мм, 2, вот такой. Некоторые покрывают темперные работы лаком. Я не покрываю. Мне так нравится. Mars Music. Меня интересует использование именно для работ импрессионизма строительных масляных красок. Они слегка прожухают. Нужный эффект. Уж слишком дорогими становятся масла Ладоги, Невской палитры и прочих. Хочется избавиться от скупости в использовании краски. Мне это мешает работать. Но, может быть, использовать все-таки небольшие форматы для этого, потому что строительная масляная краска, ну, попробуйте, если есть колоры, которые вас устраивают. Раньше продавались во времена моей юности такие эскизные масляные краски. Там было очень много льняного масла, замешиваешь цвет, его нет, ну, как обычно. Попробуйте. Главное, согласен с вами, не жалеть ее, и тогда работать может быть больше тоном. Пусть будет мало цветов, но тоном набирать. За счет разницы тона ловить вот эти нюансы. Ну, Цорн же известно, работал всего лишь 4 красками. Может быть, просто 4 краски купить, но хорошие. Ну, где 4, там и 8, я понимаю. С другой стороны, Репин рисовал окурком. Когда врачи у него отобрали карандаши, нельзя было ему рисовать по состоянию здоровья. Окурок находил какой-то и... Художник все в дело может использовать. Мы же головой рисуем. Любые инструменты могут быть подвластны. Но тут другая штука. Вот вы представляете, вы великий музыкант, и если вы сядете за расстроенный инструмент, за рояль, вы не сможете сыграть, даже если вы будете архи какой-то классный. Это будет криво и вызовет только улыбку. Так что предлагаю об этом помнить, потому что профессиональные краски – это все-таки настроенный инструмент. Друзья, я приглашаю на портрет 23 апреля в субботу. Мастер-класс в Москве. Будем рисовать женский образ. Портрет маслом, чем угодно, любым материалом. Так что приходите, записывайтесь. В Гурзуфе на майские праздники будет класс. 2 группы. С 1 по 5 и с 7 по 11 мая. Будем писать глицинию в Никитском ботаническом саду. И еще 3 дня в Гурзуфе. То есть 5 дней каждый класс будет длиться. 5 дней живописи – это очень серьезно. Поработаем вместе. Ник Джеклсон. Вот так. Здравствуйте, Слава, здрасте. Спасибо за ваши видео, стараюсь. У меня вопрос, как полюбить то, что сам пишешь. Картины, даже которые удается продать, не вызывают чувства восторга. Но это нормально. Зато картины других, ими могу любоваться бесконечно. Со мной что-то не так? Да почему же, наоборот, очень даже так. Но представляете, я маленьким еще... У меня мама уходила на работу и оставляла мне, значит, тесто, чтобы я сам пек себе блины. Ну, мне было, я не знаю, наверное, 2-й, может быть, класс.
И я научился сам блины печь. Не сразу получались, но я же сам это сделал. Да, они кривые все и, может быть, не пропеченные. Добивался, чтобы были на уровне. Не сразу, но ничего. Понимал, что что-то не так я делаю. Мамины блины очень вкусные были и есть. А мои, есть какой-то секрет. Например, нужно муку теплым молоком. В теплом молоке муку размешивать. Тогда вот тоненькие будут, изумительно вкусные. Но полюбить можно эти блины тогда, когда они будут на уровне, когда они будут вкусные, правда? А так будет вызывать, пока что, если мастерства недостаточно, нужно к нему просто стремиться. Но сам путь к любви тоже является любовью. Вот что важно. То есть ты в развитии, ты же любишь то, что ты делаешь. Да, не получается, да, кривой он пока что. Может быть, краешки только вкусные. То есть в картине где-то какие-то места начинают прожариваться, пропекаться. На палитру посмотреть. Кстати, палитра. Посмотрите на палитры художников, которые, мастера. Это очень интересно за ними наблюдать. Что вообще у них происходит? Вот это же кухня. И если кухня интересна, ее надо в раму. Если она интереснее, чем картина твоя. То есть это ключ к тому, что вот мазки, которые на палитре замесы, они бывают настолько выразительны, настолько неожиданны. Конечно, это вырезать ее раму. Но это ключ к тому, как нужно писать, чтобы так же было и на холсте. Самое главное вот в периоде обучения – это перестать бояться. Перестать бояться испортить, что что-то не получится. Стало быть, не жалеть краску, стирать то, что написано, бесконечно править, опять стирать, править. Вот этот момент. Многие не могут позволить себе стереть то, что они написали. Как же, столько труда, может быть, не один день или не один месяц стереть и переписать. Но попробуйте это делать. Не нравится кусок, стерли. Нельзя вот оставлять, пойдет. Нет. До того, когда начнет очень нравиться. Вот так и полюбить. Мино. Вячеслав, спасибо за видео. Такой вопрос: иду отдавать долг Родине. Родине есть возможность взять 1-2 книги для самообразования. Может, что-то посоветуете по рисунку и композиции? Джибран, Халиль Джибран, «Пророк» — это моя любимая книжка. Остановился Могилевцев, В.А. «Основы рисунка», Николай Геннадьевич Ли «Основы академического рисунка», Волков. Я не знаю этих книжек, честно. Но то, что вам нравится. Понимаете, книжками больше рисовать нужно, если будет такая возможность. Просто, я не знаю, акварель, карандаш, акварельные бумажки, просто блокнот, зарисовки. Это бесценный материал. Берегите себя, это самое важное. Молюсь за вас. Елена Шарп. Часто слышу, что не надо учиться. Учителя убивают в художнике творчество. Ужасно раздражает. Всю жизнь возвращаюсь к рисованию, жалею, что в свое время не могла ходить в художественную школу. Любить – это ни о чем не жалеть. Уверена, что академическое образование значит, что-то другое делали в этот момент. Каждый шаг на нашем пути – это все в копилку. Уверена, что академическое образование открыло мне больше возможностей. Это как в любой науке. Ты можешь сделать открытие, когда знаешь предмет изучения. Конечно, как же, например, не зная, сядешь ты за рояль, даже если это будет какой-нибудь Стэнвей. Что ты сыграешь? Собачий вальс? Можно, конечно. Это уже музыка. Академическое образование, любое образование или самообразование, можно же дорасти самому до высот художественного мастерства. Это фундамент, это некая основа, на котором мы будем крепко стоять у мольберта, чтобы ноги нужны крепкие, чтобы быть художником. Сидя не очень писать. А знаете, я как-то был на курсах, операторских, режиссерских, и один там известный режиссер вдруг спросил: а вы знаете, что самое главное в профессии режиссера?
Он добавил, какая часть тела в человеке самое главное в профессии режиссера. Все удивились недоуменно. Посмотрела на него с вопрошанием, с ожиданием. Он сказал: крепкая жопа. То есть он все время сидит за монтажным столом, а еще один оператор говорил, тоже известный, главное дело оператора — смотреть в очко. Ну, они очень были шутники такие. Елена, не жалейте. Может быть, сейчас самое время, когда вы почувствовали, что это ваше дело, и взяться-то за него основательно. Кстати, моя школа тому в помощь. Заходите. Есть же уроки на всякую тему. И базовые, и не базовые. Ссылка в описании к каждому видео. 10% скидка есть. 45-й урок. Психологический портрет. Не случайно в академиях приглашают пожилых натурщиков для рисования и живописи портрета. Это важнейший этап в обучении, потому что у пожилого человека очень ярко просматривается череп, его устройство. Художник обязательно должен видеть, что внутри, иначе получится вяло, как сосиска нарисованная. Все должно быть конкретно. Об этом урок. Как писать портрет конкретно. Странное слово, может быть, даже не очень понятное, но именно конкретностью отличаются профессиональные работы от дилетантских. Урок с практическими объяснениями каждого мазка. Откуда, что берется, куда кладется и почему. 45-й урок. Психологический портрет.